Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о телеграм-боте Бомби, вновь о телеграм-боте Бомби, потому что новости у них как из автоматной очереди вылетают в их телеграм-канале. Я иной раз даже не успеваю не то что их переводить, я только открываю одну новость, уже выходит вторая новость, открываю вторую новость, а уже 4 еще вышло. Так что я не успеваю обозревать все это, вы меня поймите правильно, мне пишут там, в комментариях под роликом, что вот, там уже новая новость вышла, а ты о ней не рассказываешь, давай делай новый обзор. Понимаете, я не могу разорваться, я не успеваю делать обзоры, потому что, все равно подготовка к съемка, монтаж и тому подобное занимает энное количество времени. Я не успеваю за новостями Бомби. Так что давайте сегодня будем делать новый обзорчик на новости, что у нас нового появилось, потому что, скорее всего, мы подходим к концу, к завершению нашего телеграм-бота Бомби. Очень печально, мне нравился этот бот, и очень хочется, конечно, получить airdrop, очень хочется сделать икса на этом airdropе, но все же печально, это один из самых замечательных, один из самых красивых, один из самых классных в плане геймплея проектов, который был в Телеграме, в которых я, по крайней мере, принимал участие. И мне жалко, что он заканчивается, потому что соревновательный процесс там очень интересный. Меня это цепляло, все эти рейтинги, все эти арены, какое-то место, кто-то лучше, охота выше, выше и выше. Думаешь, почему не я на первом месте? Очень замечательно продуманная система, хороший дизайн, хороший геймплей, хорошая графика. Все замечательно в этом проекте, но, к сожалению, он у нас подходит к концу. И как нам обещала команда разработчиков Бомби, что будет продолжение. На этом Бомби не заканчивается и будет оно продолжаться дальше. Но не знаю, как они завяжут все это, потому что после выхода токена он сольется в стакан. И как это все будет укатываться, как они будут поддерживать жизнь в своем этом телеграм-боте. Но, скорее всего, я просто останусь играть там ради фана, ради вот этого азарта в рейтинге. И буду дальше играть в него, не знаю, донатить или нет, но все же. И перед тем, как мы начнем, сразу вас предупреждаю, не заходите в подобные телеграм-боты, не вносите сюда донаты. Не стоит тратить свое время, свои деньги на подобную ерунду. Не поступайте как я, не поступайте как преданная комьюнити Бомби. Будьте немножечко умнее, что ли, можно так сказать. Все это дурость, конечно же. Взрослые дядьки, играющие в игры и вносящие туда донат, все это, конечно, очень замечательно, но не поступайте так, не поступайте, как делаем мы, все же занимайтесь лучше собой. Итак, у них после того, как я делал обзор, закреплю его здесь, если нужно, посмотрите, там я обо всем вот этом предыдущем я рассказываю, что там произошло у нас и что вообще обстоит. Вот эту новость мы не будем обсуждать, здесь они хвастаются в очередной раз, что уже на данный момент у них открыто вот этих аирдроп-боксиков, да, где у нас выпадает разный шмот, уже больше 30 миллиардов или триллиардов, да, биллион уже этих аирдроп-боксов. То есть это гигантское количество, сколько не выпускается там этих бигмаков, да, там за год. Вот. И основные новости у нас начались здесь. Как только я выложил свой ролик, они выложили вот этот пост. И в мой основной тот ролик, который я закрепил, не попала вот эта вот новость. Но она очень значимая для нас сейчас, потому что мы будем ее обсуждать очень-очень тщательно. И что здесь у нас описывается, что событие при признательности за лояльность Бомби, награждение наших преданных игроков. Кто такие преданные игроки? Преданные игроки — это кто уже с самого начала играет, но акцент в том, что преданных игроков они считают тех, кто вносит туда донаты. Это вот у них преданные игроки, то есть вознаграждают они вот в этой новости только преданных игроков, которые приносят им денежку. Так что преданный игрок — это который может зайти за неделю до вот этой новости, внести донат, и он будет уже являться преданным игроком. А тот, кто полгода, но бесплатно играл, это не преданный игрок, а это просто тот, кто зря тратит свое время. Поэтому я говорю, не заходите в подобные телеграм-боты. Ваша лояльность, наша благодарность. Запускаем 7-дневное мероприятие, чтобы благодарить игроков, которые проявили длительное взаимодействие с Бомби.
Сразу скажу, длительное взаимодействие с Бомби не играет никакой роли. Это просто фарс. Никакого длительного взаимодействия здесь нет. Если бы я зашел за 3 недели до начала вот этого их конкурса, вынес энное количество доната, то я бы тоже получил бы награду за длительное взаимоотношение с Бомби. Вот. Заходите в игру ежедневно, получаете Бомби на основе ваших исторических уровней пополнения. До 18 тысяч иксов общей стоимости за период мероприятия. Награды рассчитываются на основании вашего совокупного пополнения по состоянию на 24:00 по Гринвичу предстоящего дня. Никаких дополнительных покупок не требуется. То есть вот о чем и говорится. То есть если я сейчас возьму сегодня, допустим, внесу $1000 доната до 24:00 по Гринвичу, то мне этот день засчитают как преданного фаната. Хотя я зашел буквально 8 часов назад, образно говоря, играть, внес 1000 доната, и я преданный фанат, и меня вознаградят за долгосрочную лояльность к проекту. Вот такие вот пироги, дорогие мои друзья. Это мероприятие гарантирует справедливое распределение аирдропа для настоящих игроков. Ну, справедливости здесь нет никакой. Я же объяснил то, что если я сейчас зайду, ну, грубо говоря, возьму там телефон жены, зайду в Бомби, внесу ей там 2000 донатов, и она меня может обогнать. За неделю она меня может обогнать, хотя я играю уже полгода в это, почти с самого начала телеграм-бота Бомби, и она может меня обогнать. Так что вот так вот меня отблагодарили. Мы отдаем приоритет на вознаграждение члена сообщества преимущественным пропорциональным их взаимодействию. Ну, нифига не так. Сейчас мы перейдем в бот и все это увидим. Не упустите эту возможность получить вознаграждение за свою поддержку. Далее у нас идут посты, в котором они облизывают экосистему Тон. Не знаю почему, экосистема Тон очень-очень печальная. Павел Дуров помог экосистеме Тон стать самой отвратительной, наверное, в плане отношения к своему комьюнити. Из нас с вами высосали деньги, высосали наше время, чтобы выжил Тон, выжил его экосистема. Я обязательно сделаю по этому поводу ролик. И какие же тут слова любви у нас к экосистеме Тон, о чем они благодарят. Обновление экосистемы Тон, январь-февраль, получается, 2025 года. Отчет об экосистеме за январь-февраль 2025 года уже здесь. Он содержит последние данные о росте Тон, крупных обновлениях инфраструктуры и новых проектах, вызывающих фурор. Какие проекты, которые вызывают фурор, я не понимаю. Наверное, о Войде идет речь, но если вы все-таки играете в Войда, ну, я бы вам не советовал. Гигантская трата времени за ничего, за большое ничего. Вот что происходит. Мануэль Шольц становится президентом Тон Foundation. Тон становится эксклюзивным блокчейном для Telegram Mini App. Эксклюзивным почему? Потому что он выгнал все блокчейны со своего Telegram и сказал, теперь мы здесь одни. И извините, но деньги вот этого вот расходного материала в виде нас только наши. Не надо воровать у нас наших дойных коров. Идем далее. Layer Zero обеспечивает бесперебойный перевод USDT между несколькими цепочками. Дальше фонд в размере $100 миллионов, да, получается 100 миллионов долларов у нас, для стимуляции DeFi и PayFi. DeFi и PayFi. DeFi и PayFi, получается так. И что еще они говорят, что объем USDT в тон достигает почти $1,5 миллиарда, что делает его самым быстрорастущим блокчейном в Tether. Вот эти вот 1,4 миллиарда долларов отчасти... Это наши деньги с вами, которые мы сюда влили и которые просто нам с вами не вернули в виде нашего времени, в виде наших донатов, в виде токенов, которые нам раздали пустых и об нас разгрузились, получается. Вот эти и есть 1,4 миллиарда благодарностей наших экосистеме Тон. Спасибо большое Тону за то, что сделал такую гигантскую помойку, в которой мы с вами прозябаем.
И показываю вам, вот это последняя новость, она вышла 13 марта, больше у меня нет новостей, вот, все, это конец. И если вы включите мой ролик, а уже будет и еще 28 новостей новых, и не надо мне, пожалуйста, писать в комментариях, что «а ты не упомянул о том, что вот то произошло или это». На момент снятия ролика вот это последний пост, так что если я его выложу, этот ролик, и уже вышло какие-то еще 28 новостей, то извините, я не успеваю работать так быстро, как работают вот, продюсеры, администраторы Бомби в их телеграм-канале. Спасибо, Тон, за упоминание в нашем отчете об экосистеме в январе-феврале 2025 года. Мы в восторге от невероятных достижений Тон в начале 2025 года, благодаря всем тем тапалкам, которые нас с вами кинули. Спасибо большое NodePixel, спасибо большое Мемхэшу, спасибо большое Тамаркету, спасибо большое Тапсвапу, спасибо большое Зу. Вот благодаря этим проектам, которым мы внесли с вами деньги, и благодаря этим деньгам они достигли таких больших высот, а мы с вами ничего не получили взамен. И далее $93 средний чек получается, превышает контрольные показатели League of Legends, Лига Легенд. То есть $23 в Бомбе на экосистеме Тон. Кто-то мне уже писал в комментариях, что я ошибся, что это на лайне. Да, действительно, я ошибся. И вот сейчас есть основная информация, что $93 средний чек в экосистеме Тон получается у Бомби. И давайте калькулятор возьму. Бомби уже упоминала о том, что у них получается платящих пользователей, платят, которые пользователи платят и платят. Вот, 200 тысяч постоянно платящих пользователей. И средний чек в $93 говорит о том, что уже 18,5 миллионов долларов было задоначено. Причем игроков, получается, в нашей экосистеме, они пишут 9 миллионов 732 тысячи, но на самом деле их там гораздо меньше активных игроков. Это просто кто заходил в Telegram-бот, получается, активировал его. Это столько аккаунтов, но на самом деле там играет гораздо меньшее количество игроков. И помощь Кэти Зен в достижении 1 миллиона ежегодного потребления Кэти. Я буду записывать ролик по поводу Тона, и там буду обсуждать именно токен Кэти. И вот эта вот новость говорит о том, что именно токен Кэти очень популярен. То есть его покупают, то есть у него должна быть большая ликвидность у этого токена. Но почему-то он укатывается. Благодаря кому? Благодаря у нас Тону, который 1,4 миллиарда уже долларов заработал. Благодаря вот этому всему. И получается 1 миллион Кэти ежедневного потребления. Ежедневно. То есть все донаты совершаются в Кэти. Это 90% донатов именно в Кэти, потому что Кэти на 30% дешевле платить донаты в Бомбе. И даже фрагмент тут нервно курит в стороночке, потому что в Кэти дешевле всего. И все, кто донатит, 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов, по-любому большая часть из этих донатов была совершена именно в Кэти. То есть токен покупался на биржах, токен вносился обратно в Бомбе, то есть разработчики продавали этот токен, покупали его, им давали его обратно, они обратно его продавали, их подкупали, и все, ликвидность есть. Кто-то продает, кто-то покупает, но токен укатывается благодаря блокчейну Тон. Мы по-прежнему привержены созданию и инновациям экосистемы Тон, путешествие только началось. Вот, в предыдущем своем ролике я уже рассказывал о том, что Бомби нам обещала, что будет продолжение. Обязательно будет продолжение в предыдущих, точнее, роликах, что у них есть будущее, они будут продолжать свой проект. И плюсом они обещали нам, что каждый год будет выходить новый проект, в год по одной игре будет выходить. Вот, и что по этим новостям? По благодарностям. Давайте смотреть, во-первых, по благодарностям как? У нас появилась такая иконочка, где мы с вами получаем ежедневно, я вот уже второй раз, по-моему, получаю, по-моему, второй или первый раз, награду в виде токенов поинтов Бомби. И моя награда составляет 1 миллион 285 тысяч поинтов, плюс 50 золотых монеточек. Нужно один раз в день заходить и клеймиться здесь. У меня хранилище 4 уровня. Я получаю за это 1 285 тысяч. Если мы нажмем сюда, на 5 уровне получают уже 2,5 миллиона поинтов ежедневно.
Но для того, чтобы достигнуть 5 уровня, нужно, чтобы общее количество доната именно на аккаунте определенном, либо Сатоши, либо Дурова, то есть у меня сейчас включен аккаунт Сатоши, то есть у меня на Сатоши внесено, вот здесь вы можете увидеть, $654 донатов, получается. И я нахожусь на 4 уровне. Чтобы не достигнуть 5, нужно совокупное количество донатов 1000. То есть, если я сейчас внесу еще $346, я попаду на хранилище 5 уровня и буду получать ежедневно 2,5 миллиона поинтов Бомби. Вот и к чему я. Сейчас люди, которые вносят донаты, то есть, если человек именно сейчас зайдет, получается, внесет $1000 доната, только в Сатоши аккаунт, он будет получать 2,5 миллиона, а я буду получать 1 250 000. Он будет в 2 раза больше получать и на дистанции в 7 дней, ну в 5 дней там допустим, ну в 7 дней, если он изначально бы зашел. У меня потрачено уйма времени, я внес сюда деньги очень-очень рано, на старте игры почти. То есть потихонечку сюда донатил, покупал вот эти VIP-билетики. И я заработаю ориентировочно столько же, сколько человек сейчас может быть. Но такая система была же в Кэти абсолютно. Я в Кэти сам, в Кэти Zen точнее, я сам зашел очень поздно, внес энное количество донатов, $125, и на выходе получил $250 в токенах. Ну, продал их, ну, и, точнее, даже я не продавал, если честно. Но, по сути, если бы я продал на листинге, то я бы заработал $250, ну, x2 сделал, а хотя проиграл месяц. У меня код был 47 уровня, а у людей там 200 с чем-то, 300 с чем-то, 500, я не помню максимально какой уровень был. Люди по полгода комп не выключали, чтобы фармить этих котов, и в итоге получили по $2, а я 250. Вот такая вот беда. Так что и сейчас, кто вносит сюда донаты, все завязано на деньгах. Просто они просят, несите деньги, а мы вас за это будем вознаграждать. Но это плевок в лицо людям, которые долго играют. И если бы здесь был показатель разделения, да, допустим, вот один уровень хранилища бы давал за то, что ты внес донаты, а другой уровень хранилища давал за количество дней, находимых, ну, которые вы находитесь в игре. Допустим, если я нахожусь там образно 120 дней в игре или там 150 дней, да, то есть, допустим, за каждый там день мне бы давали, ну, образно, там, 1000 поинтов. Ну и образно я за эти 7 дней получал бы по 1,5 миллиона поинтов ежедневно за то, что я 150 дней нахожусь в игре. Вот. А человек, который зашел там 3 дня до меня, вот, буквально за 3 дня, да, получал бы, получается, ну, по 3000. По 3000 по этих поинтов ежедневно, потому что он всего 3 дня играет. И это было бы справедливо. Но, получается, они своих ранних донатеров, очень преданную аудиторию сейчас в данный момент плюют им в лицо, а просто все упирается в бабки. Вносите свои донаты, и мы вас тоже вознаградим. И получается, у меня сейчас 60 миллионов поинтов, и человек может при помощи того же Bonanza Карнавала, покупая билеты, да, и при помощи вот этого вот нового вознаграждения, да, за внесенные донаты, заработать столько же поинтов, сколько я заработал за полгода игры. Хотя донат у нас будет одинаковый в $1000. Времени потраченного у меня полгода, у него, допустим, ну, 2 недели будет. Количество поинтов у нас одинаковое, количество донатов у нас одинаковое, количество рефералов одинаковое. Дроп мы получим одинаковый, абсолютно одинаковый дроп, но я играл полгода, а он 3 недели. То есть это плевок в свою постоянную преданную аудиторию, которая с самого начала их поддерживает донатом. На самом старте нужны донаты, чтобы развиваться, реклама и тому подобное. А сейчас просто нужны деньги на листинг. И все, они собирают деньги на листинг. Так что я считаю, что ну, это действительно какое-то предательство от Бомби в отношении нас, преданной именно фанатской базы. И если сейчас, ну, мне уже люди писали в комментариях, я говорил в своем предыдущем ролике о том, что, ну, X1,5, в принципе, было бы замечательно, X2 это было бы вообще восхитительно. Все бы написали, ну, многие даже, не то, что все, а несколько человек написали, что X1,5, X2 я больше не буду играть. То есть, ну, за такие иксы люди не готовы играть, тем более с донатами там по десятки тысяч долларов. Люди не готовы, но в принципе 50% за полгода это очень хороший показатель для любого инвестора. Так что ну, тут грех жаловаться. Это мы с вами, да, вот как я, который там внес свои $1000 трясящимися руками, мне бы сделать 100 иксов бы, вот, и было бы замечательно. Тогда да, для крупного инвестора, кто может внести $30 000, для него заработать 50% за полгода, это очень хороший плюс. Но тут большие риски. Так что вот такой вот сегодня был ролик. Немножечко негодования. Почему так поступает с нами Бомби.
И я в предыдущих роликах своих говорил, писал в посте очень длинном, что у Бомби теперь есть выбор. Либо сохранить нас, преданную аудиторию, которая ей платит, платежеспособную аудиторию. Но для этого нам надо заплатить. Хорошо, нас вознаградить. Но вот при помощи карнавала, при помощи вот этого вознаграждения в виде сейфа, они убивают свою преданную аудиторию. Потому что сейчас они вознаградят тех, кто играет всего 3 недели, так же, как вознаградят нас. Вот такие вот сегодня были печальные новости. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.